Подъем, Давакин! Вставай и выметайся отсюда! Еще 5 минуточек. Никаких минуточек! Забыл, где находишься? Как я вообще согласился пустить тебя переночевать? Вон из моего замка! Эх, добрый старина викарий, как всегда полон позитива и сочится дружелюбием. Ладно, пойду комментировать новый выпуск турнира. Надеюсь, бойцы там не околели. Ночи в забытой долине свежие. Утро доброе, Портурнакс. Как там наши бойцы? Готовы к новым свершениям? Дремьолог, Давакин, нас ждет Линдгравундун, долгое путешествие. Долгое путешествие? Только не говори мне, что участники забежали из-за плохих условий содержания. Нам же не придется отлавливать их по всему Сиродилу. Нет, Давакин, организатор турнира решил, что слишком скучно проводить все бои в одном месте и телепортировал пары бойцов в разные земли. Вот как? Тогда чего же мы ждем? Погнали, а то без нас начнут. Мы отправимся на север, на восточную оконечность моря призраков. Держись крепче, Давакин, холодные ветра тех земель неприветливы к чужакам. Холодная, древняя тюрьма, которую сторожат ледяные атранахи. Именно здесь сойдутся в бою ледяной маг Ботва и снежная эльфийка Таладриэль. Ботва – высокий эльф, стихийный маг. У Ботвы уникальный стиль боя со щитом, вихревым плащом и мощным поглощением магии. Он проиграл в первом бою, но проиграл Жеке с лесопилки, воину с чудовищными резистами. Во второй схватке Ботва в доминирующей манере победил могучего стихийного мага Абдула. Сегодня Ботве противостоит Таладриэль, сестра Россера с турнира Давакинов Фантома. Она маг и специализируется на грозовых заклинаниях. Ее стиль боя пан или пропал. Или она за секунду убивает врага, или также быстро убивают ее. В первом бою она одолела призрачного берсерка Динора, а во второй схватке уступила одному из фаворитов турнира, идущему к реке. Итак, магическая дуэль, мощнейшая защита и невысокий урон против мощнейшего урона и невысокой защиты. Кто победит? Сейчас и узнаем. Бой начинается. Ботва мгновенно опрокидывает Таладриэльфу с Родой, но она успевает призвать Атранаха. Атранаха хватило ненадолго, и Ботва начинает обстрел, отлетевшей в пещеру эльфийки. Таладриэль наконец-то раскастовалась, следующий Атранах прикрывает ее, а она пытается навестись из-за широкой атранахской спины. Минус второй Атранах. Ботва пробил оборону Таладриэль, но теперь его ждет мощнейший поток электричества. Ботва стоит под ураганным обстрелом, как скала. А вот от Таладриэль такого не скажешь. Ботва выигрывает этот раунд. Счет 1-0 в пользу Ботвы. Начинается второй раунд. В этот раз Таладриэль действует расторопнее. Она кричит и призывает Атранаха раньше Ботвы. Ботва приходит в себя и начинает атаку огнем. Таладриэль готовится возразить на это грозой с молниями.
Ботва хилится, и тут же хилится Таладриэль. И все. Быстротечный финал. Таладриэль берет реванш, и счет становится 1-1. Все решится в последнем раунде. Таладриэль вновь расторопнее призывает грозу и Атранаха, а Ботва как будто бы подрастерялся. Но он быстро очухался и захватывает инициативу. Таладриэль отлетает, но тянуть время ей выгодно, Ботву все время бьет грозовой зов. Таладриэль лечится, но кажется, она смогла навестись. Что там у Ботвы? Его не видно. Таладриэль проигрывает, Ботва выходит в полуфинал. Он оказался несокрушим для магов нашего турнира, но в полуфинале ему предстоит встреча с воинами. Воины в этом турнире крепкие орешки, и Ботву ждет нелегкое испытание. Пожелаю ему удачи в полуфинале, а Таладриэль не грустить и брать в этом пример со своего неунывающего брата Россера, который настолько позитивен, что танцевал лунную походку посреди сложнейшего боя на турнире Фантома. Мул-Фалил, этот эльф могуч Давакин, он властвует над Фо, морозом, и над Йол, огнем. Воинам не просто будет сокрушить его мощь. А нас ожидает следующий бой. Мы полетим на запад, в болотах Ялмарка. Эти места — вотчина Даник-Дилон, нечистой силы, и ночь там — страшное время. Здесь сойдутся в бою призрак темного эльфа Динор и бретонец Жека с лесопилки. Динор. При жизни он был убийцей и погиб в огне. Его вернули из иного мира, он явился объятым пламенем и опасным. В первом туре Динор в близком бою уступил Таладриэль, а во втором не оставил шансов добежи Палладе. У Динора очень скромная броня и нет крика, но его скорость и урон впечатляют. Против него Жека с лесопилки. Броня этого воина-бретонца выглядит лишь немногим лучше экипировки Динора. Но не обманывайтесь скромным видом. Билд этого неприметного на вид парня не оставил шансов стихийному магу Ботве в первом туре. А во втором Жека дал потрясающий конкурентный бой монструозному снежному эльфу Эммануэлю, одному из двух фаворитов нашего турнира. Кто победит в этой схватке посреди поганых ялмарских болот? Давайте узнаем. Бой начинается. Бум! Динор берет инициативу. Он крушит защиту Жеки серией мощных ударов. Бретонец отсиживается в защите, не похоже на него. По виду он опасается Динора куда больше, чем Ботву или Эммануэля. Как и в прошлом бою, Жека не торопится с призывом своего рогатого друга. Бум! Бретонец потрясен. Бум! Еще силовуха вдогонку. Ну наконец-то, олень вступает в игру. Теперь Динору придется несладко, рогатый серьезно усиливает Жекин урон. Жека приободрился и перехватывает инициативу. Атаки призрака уже не выглядят такими устрашающими, он часто мажет. Динор берет себя в руки и взрывается серией. Жека опять потрясен. Динор лечится. Все-таки слабенькая броня дает о себе знать. Еще одна отчаянная атака призрака, но это уже агония. Жека добивает Динора, тот не успевает выпить даже вторую хилку. Жека с лесопилки побеждает. В очередной раз простой работяга-лесоруб деклассирует грозного противника. И чего только в жизни не увидишь.
Все-таки отсутствие крика, слабая броня и резисты – это серьезная фора соперникам. Так что даже пройти в четвертьфинал с таким арсеналом – это уже серьезное достижение. Динор может смело отправляться на покой. В этом турнире он показал себя молодцом. Пруза! Наконец-то этот непрекаянный дух упокоился. Он славно сражался. А Жека проходит в полуфинал, и тут мы сталкиваемся с затруднением. По турнирной сетке в полуфинале Жеку ждет Ботва, но, как мы видели, у Ботвы нет шансов против Жеки. Было бы неинтересно смотреть на повторный D-класс с заранее известным результатом, но и записывать Ботве техническое поражение и лишать его шанса из-за того, что ему опять попался тот же неудобный соперник, было бы нечестно. Поэтому для полуфинала и финала мы упраздняем систему Double Elimination и распределим места с 1 по 4 на основании количества побед и личных встреч. Теперь каждому из 4 оставшихся участников предстоит сразиться с тем, с кем он еще не дрался. Итак, нас ждут поединки Эммануэля и Идущего к реке, Ботвы и Эммануэля, Жеки с лесопилки и Идущего к реке, а также Идущего к реке и Ботвы. Самая изюминка заключается в том, что каждый из этих бойцов теоретически может стать чемпионом при определенном стечении обстоятельств. Ботву мы сегодня уже представляли, он мощный стихийный маг на победной серии из 2 боев, но сейчас ему достался более чем грозный противник, непобежденный органянин-берсерк, Идущий к реке. У Идущего к реке практически нет слабых мест, у него крепкая броня, достаточно высокие резисты, потрясающая скорость атаки и мощнейший тулум. Хватит ли всего этого, чтобы прорвать оригинальную оборонительную тактику Ботвы? Давайте узнаем. Время умирать. Ботва открывает поединок безжалостной силой. Идущий к реке застыл на месте, принимая встречу с неизбежной Фусрадой. Органианин запускает свой ужасающий тулум, разрыв души, но Ботва ловко уворачивается. Большую часть поединка придется показывать на ускорении, чтобы зрители невзначай не уснули. Давайте с разных ракурсов насладимся видом Идущего к реке, поразительного летающего органианина. А вот и Ботва, запустившая этот чудный аттракцион. Смотрите-ка, у Ботвы новая тактика, он пытается расплавить лед озера, чтобы Идущий к реке в тяжелом доэдрике провалился. Хитрый ход, но Ботва забыл, что органиане умеют дышать под водой. Бой идет по одному сценарию. Эльф разрывает дистанцию и пытается превозмочь резисты Идущего к реке, а органианин чится настигнуть эльфа и нанести ему больше одного удара. И вновь Идущий к реке отправлен в полет. Неужели этот бой будет бесконечным? Пока что все к тому идет. Да уж, обоим бойцам не откажешь в упорстве. Органианин раз за разом встает и как адская гончая преследует Ботву, а Ботва не менее упорен в попытках растопить лед озера огненной магией.
Идущий к реке лечится. Смотрите-ка, а у него не такие уж непробиваемые резисты, как мы думали. Жеку Ботва так и не сумел довести до зелья лечения. Ботва тем временем пьет зелье маны. Непрерывная бомбардировка испепелениями дает о себе знать. Вот это полет! Вихревой плащ сработал на идущего к реке дважды, а Ботва пьет хилку и пытается снести колонну, которая мешала ему пятиться, но колонна непоколебима. Аргонянин возвращается, и Ботве уже не до колонны. Он снова переключается на идущего к реке. Эльф пятится, и бой все ближе к опасному краю расщелины. Посмотрите на это, Ботва левитирует над краем пропасти. Какой, однако, могучий маг. Вот это я понимаю ход гения. Как бы идущий к реке не был преисполнен в познании, а летать он явно не умеет. Ботва заманил аргонянина на край обрыва и сбросил его в пропасть. Высота тут огромная, так что идущий к реке уже труп. Давайте с грустью понаблюдаем за последними мгновениями этого славного бойца, чьи надежды на победу вместе с ним разбились вдребезги, а вот бурной, холодной реки. Что? Идущий к реке невредим? Вот это я понимаю, родиться в рубашке. Точнее, вылупиться в доэдрической броне. Но тут мы столкнулись с затруднением. Идущий к реке не может подняться, а Ботва явно не горит желанием спускаться. Продолжать бой не представляется возможным. Объявляю ничью. Давайте по новой, парни. И что без этих глупостей? Конец тебе. Начинается второй раунд. На этот раз бойцы кричат одновременно, и оба попадают. Я покончу с твоей презренностью. Этот бой тоже получился очень долгим, и нам опять придется ускорять большую его часть. Бойцы остались верны своей тактике. Идущий к реке упорно преследует Ботву в надежде пробить серию, а Ботва отступает и пытается одновременно поджарить аргонянина и растопить лед озера. Я покончу с твоей презренной жизнью. Опа, а Ботва лечится. Этот раунд для него складывается не так удачно, как прошлый. И отступает он теперь не к пропасти, а в обратную сторону. А у скал его навыки левитации не помогут. Неужели песенка Ботвы спета? Но не все так просто. Этот эльф крепкий орешек. Он раз за разом на десятки метров отбрасывает противника и продолжает неумолимую бомбардировку испепелениями. Ботва хорош на ногах, ловко уворачивается от разрыва души и пьет зелье маны. Аргоняне, конечно, теплолюбивые, но при таких раскладах даже идущий к реке рискует перегреться. Бой перемещается вплотную к скалам, шанс зажать Ботву в угол сильно повышается. Но хватит ли идущему к реке на это силы удачи? Ботва со своей тактикой сам кого хочешь в угол зажмет. Аргонянин падает к ногам Ботвы, и тот топчется по нему и даже, кажется, делает так называемый чайный пакетик. Вот это да! Эльф, видать, решил взбесить и вывести из себя идущего к реке и провел психологическую атаку. Рисковый ход. Ботва не перестает удивлять инновационными тактиками. Бой продолжается по прежнему сценарию, но теперь идущий к реке забирает инициативу. Ему все чаще удается нанести больше одного удара. Ты у меня сгоришь.
сгоришь. Ботва сбивает аргонянину Туум. Идущий к реке упорный, он пытается крикнуть снова, но ботва опять сбивает ему Туум. Да уж, нашла коса на камень. Идущий к реке кричит в третий раз и попадает. Его страшный крик поражает ботву, и тот падает замертво. Что это? Идущий к реке поднимает ботву как нежить. Вот это развязка. Очень похоже на месть за чайный пакетик. На-на-на-на-на-на-на, ты смеешься опять. На-на-на-на-на-на-на, но тебе не понять. Итак, теперь ботва уже не может претендовать на чемпионство, так как проиграл 2 из 4 финалистов, а идущий к реке выходит на бой против Эммануэля с претензией на чемпионство. Если в их бою победит Эммануэль, он автоматически становится чемпионом по очкам, вне зависимости от исхода его боя с ботвой. И если победит идущий к реке, он, конечно, может еще проиграть Жеке, но в бою с ним откроется огромным фаворитом, поскольку Жека уже проиграл Эммануэлю. Этот Див-Джул, человек-ящер, кричит как Дова. Магии не устоять перед разрушительной силой его Туум. Ох, притомили меня долгие раунды этих ребят. Так что супербой Эммануэля и идущего к реке переносим на завтра. Отдохните перед боем как следует, парни, а мне надо идти возрождать ботву из пепла. Ему еще с Эммануэлем драться, нечего тут разлеживаться. Я вот что думаю. Глупо было бы всю ночь перед боем торчать в этом богом забытом месте. Оно читает мои мысли. У меня осталось несколько свитков телепортации. Давай завалимся в какую-нибудь таверну и отметим наши победы. Заметано. Наконец-то согреюсь. Оно само виновато, что мерзнет. Я советовал брать сапоги тепла. Оно все твердило: огонь — самая опасная стихия. Да ладно, у сапогов несгораемости масса плюсов. Покажу тебе, когда доберемся до таверны. Так, ну и где наши бойцы? Они раньше никогда не опаздывали. Давакин, я чувствую, что их нет в Мундусе. Нет в Мундусе? И как это понимать? Куда их занесла нелегкая? Ну-ка, где у меня там была эта штука? Ага, древний свиток. Он покажет нам их, где бы они ни были. Посмотрим. Чего? Зал Шора? Как Талос Всемогущий их занесло в Саунгард? Ладно, наше дело маленькое. Надо комментировать в Саунгарде, будем комментировать в Саунгарде. Я, кажется, вижу, как на арену выходит идущий к реке. Вспыхнуло солнце закатом, на дворе благодать. Мир абсолютно понятен, но тебе не понять. Небо целуют кометы, ты смеешься опять. Мир абсолютно понятен, но тебе не понять. Вот он, могучий, непобежденный аргонянин-берсерк. Но сегодня ему предстоит суровое испытание. И кажется, это испытание приближается. Я слышу музыку босс-файта, а значит, он здесь. Эммануэль, парень, который куда больше похож на рейд-босса, чем на участника турнира. Прямо сейчас эти двое выяснят, кто станет чемпионом нашего турнира. Да будет бой! Погоди, а как мы во имя Ауриэля вообще очутились в Саунгарде? Постой, надо вспомнить. Мы завалились в горцующую кобылу, а потом...
Смотри, какая цыпа. Пойду подкачу. Я бы не советовал. Да ладно, что может пойти не так? Оно низко полетело, к дождю не иначе. Мы сегодня добрые, налейте всем за наш счет. Да, гулять-то гулять. Это сапоги несгораемости, детка. У меня плохие новости. Мы пропили все наши деньги. Значит, надо найти добрых господ, которые нас профинансируют. Смотри-ка, вон там забились в угол 3 терпилы. Надо их гопнуть. Пошли. Так, левой, правой. Куда оно так торопится? Я тоже в деле. Эй, терпилы, мы финалисты турнира Давакинов. У нас возникли финансовые трудности, и вы нам с ними поможете. Если не поняли, гонитесь сюда, ваши септимы, а то выпотрошу как рыбку. Вот как-то так мы и очутились в Соунгарде. Ладно, надо уже подраться и искать, как делать отсюда ноги. Ну и вляпались мы в историю. Во всем виноват мед Хонинга. Клянусь, вот эту допью и больше ко рту не поднесу. Отличный тост. Так выпьем же за это. Итак, битва начинается. Идущий к реке попадает разрывом души, а разоружение Эммануэля блокирует поглощение магии органианина. Начинается бескомпромиссная рубка. Давайте, мужики, вот это я понимаю войны. Вот истинное сравнение силы, а не эти ваши тактические левитации и стратегические сбрасывания в пропасть. Идущий к реке уже успел заморозить эльфа белым инием, и вообще по виду он действует быстрее и эффективнее. Но я уже научен горьким опытом. Эммануэль чудовищно живуч, и неудачный старт его явно не остановит. Оба бойца раскручивают серии, которые за секунды свалили бы мамонта, а им хоть бы хны. Опа, а вот и первая хилка идущего к реке. У органианина в руках оба оружия, но он уступает Эммануэлю, а тот, вдобавок ко всему, в любой момент может разоружить его криком. Неужели песенка идущего к реке спета? Но он не сдается, и ему снова везет. Второй крик Эммануэля заблокирован поглощением. Канарик пошел. Это значит, что здоровье Эммануэля опускалось ниже 10%. Не такой уж он и неуязвимый, как я погляжу. Идущий к реке получает крит буханкой по макушке и хилится второй раз. Это вообще законно? Может, стоит переснять бой? Хотя Эммануэль вроде тоже получил по кумполу головкой сыра, так что тут баш на баш. Идущий к реке продолжает прессинг. Последняя хилка органианина, а Эммануэль не выпил еще ни одной. Дело пахнет жареной ящерятиной.
И в третий раз Эммануэлю не везет на разоружение. Первая хилка Эммануэля пошла. Идущий к реке кричит. Крикни он 3 секундами раньше, победил бы, ведь у Эммануэля был минимум ХП, пока он не отхилился. Весь пол зала Шора залит кровью. Что за бой? Идущий к реке повержен. Шоровы кости, это был грандиозный бой. Морро Акрин, слава отважным. Глядя на их бой, я вновь почувствовал себя молодым. Эммануэль побеждает и досрочно становится чемпионом нашего турнира. Поздравляем его с победой, но не прощаемся, ведь ему еще предстоит бой с ботвой. В природе есть разряд хищников, которые могут сожрать всех, а их не может сожрать никто. Таких зверей называют суперхищники. Битва с ботвой покажет, действительно ли Эммануэль непобедим и получит ли он достижение суперхищник, наградой за которое станет инвайт в следующий турнир. Так, а теперь нам надо помочь нашим бойцам выбраться из Сауэнгарда. Ого, Давагин вернул нас в Скайрим. А ты не такой бесполезный, как я думал. Я попросил бы. Благодари судьбу, что у вас у обоих еще остались незаконченные дела на турнире, а то куковал бы вечность в Нордском раю. Давайте, приводите себя в порядок, вас ждут следующие бои. И вот мы добрались до заключительного боя чемпиона. Ботву заранее можно поздравить с почетным 4-м местом. А даже если он победит Эммануэля, по очкам он выйдет на дележ 3-го места, где по результатам личных встреч уступит и Жеке, и идущему к реке. И все же этот бой решает многое. Эммануэль бьется за достижение суперхищник и инвайт в следующий турнир, а ботва должен забить свой гол престижа, победив чемпиона. Тогда, невзирая на места, он в каком-то смысле все равно покинет этот турнир победителем. Начнем же этот бой. Эммануэль устремляется к ботве, но мы-то знаем, до ботвы нелегко добраться. Эммануэль вообще мерзлявый тип, и магия холода против него особенно эффективна, что мы и видели на примере его поединка с Абдулом. Но мы также видели, что Абдула это не спасло. Ботва атакует только с одной руки, так что урона выходит меньше, чем у Абдула, а вот выживаемость у ботвы на порядок выше. Первый контакт, и снова перед нами Эммануэль, поразительный летающий фалмер. У меня дежавю. Аттракцион имени ботвы открыт вновь. Рисунок борьбы мало чем отличается от того, что мы видели в поединке ботвы с идущим к реке. Но идущий к реке сумел добить ботву криком, а тум Эммануэля в этом бою бесполезен, ведь у ботвы нет оружия, у него только щит. Поэтому результат боя совсем не так очевиден, как может показаться. Эммануэль неумолимо наступает на ботву, но он уже жестко замедлен. Ботва нашпиговывает чемпиона сосулями, как куклу Вуду иголками. Но кажется, ботва в затруднении. Он сам себя загнал на край небольшого обрыва и не решается пятиться дальше. Ему нужно разорвать дистанцию, чтобы перекастовать плащ, но он никак не может этого сделать. Просто царапина. Ты у
повторишь. Ботва сбегает, хотя можно назвать это тактическим отступлением, иначе ему было никак не разорвать дистанцию, но Эммануэль садится ему на хвост. И все? Вот это да. Ботва успевает воткнуть сосулю в ребро чемпиону, пока тот добивает его. Отличный бой. Но Ботве не повезло оказаться в скалах, где у него не было пространства для маневра. Эммануэль побеждает. Он победил в турнире, не проиграв ни одного поединка, а значит, получает достижение суперхищник и инвайт в следующий турнир. Лот Кэндов, этот боец несокрушим. Но и Ботва сорвал свои достижения. Дело в том, что он оказался единственным бойцом на турнире, который проиграл Эммануэлю не всухую. Эммануэль победил со счетом 4-1. Ну а нас ждет финальная битва в индивидуальном зачете. Бой за второе место. Жека с лесопилки против идущего к реке. Этот бой обещает быть очень конкурентным. Оба бойца победили всех, кроме Эммануэля, и по виду держались против него примерно на одном уровне. Бой пройдет на галерее Драконьего Предела. Кстати, Партурнакс, а почему мы сидим здесь, когда могли приземлиться на саму галерею? Этот замок, Давакин, не лучшее место для Дова. Мне лучше там не показываться. Да уж, наш общий друг Адавинг с тобой согласится. Ладно, будем смотреть отсюда. И вот они, идущий к реке и Жека с лесопилки. Обоих бойцов мы сегодня уже представляли. Они оба могучие воины, у обоих оригинальные сбалансированные билды. Оба они победили всех прошлых соперников, кроме чемпиона, и по виду держались против Эммануэля одинаково достойно. Этот бой обещает быть самым конкурентным на нашем турнире. Поехали! Идущий к реке по традиции открывает бой разрывом души и попадает. Бум! Мощный размен силовухами. Бойцы начинают поединок без разведки и сразу переходят в жесткую рубку. Пока сложно сказать, кто действует успешнее. Противники стоят друг друга в мастерстве и натиске. И все? Знаешь? Бретонец наконец призывает оленя, и рогатый, как всегда, технично появляется за спиной противника. Жека лечится первым, повторяется сценарий поединка против Эммануэля. Но идущий к реке хилится лишь мгновением позже. Кажется, появление оленя позволило Жеке перехватить инициативу. Бойцы продолжают яростно рубиться и постепенно забиваются в какой-то темный угол. Ребята, подумайте о зрителях. Мы ничего не видим, темно, как в заду у Редгарца. Ага, на этот раз аргонянин лечится первым. Жека с оленем капитально перехватили инициативу. Но как по заказу срабатывает белый иней, Жека на земле и принимает безответные удары. Идущий к реке почувствовал близкий конец и набросился на бретонца с удвоенной силой. Отчаянный натиск дает плоды, и Жека лечится. Олень исчезает, идущий к реке попадает разрывом души и опять замораживает Жеку. Похоже, удача отвернулась от бретонца, и идущий к реке опять начинает забирать бой. Еще одна заморозка, но аргонянин вымотался и не может попасть по упавшему Жеке.
Даже в этой темноте видно, что весь пол залит кровью. Какая брутальная битва. Воины тяжело дышат и бьются из последних сил. Жека изловчился и опять призвал оленя. Бретонец хилится, и тут же хилится идущий к реке. У обоих бойцов не осталось зелий. Фантастика, какой близкий бой. Редко можно увидеть такое сражение, где до последних секунд непонятно, кто победит. У соперников открылось второе дыхание, они совершенно забыли о защите и неистово месят друг друга. Уже половина галереи залита кровью, развязка близка. Идущий к реке опять опрокидывает бретонца, но рогатый героически оттесняет его от Жеки. Бум! Мощнейший прямой от Жеки. Идущий к реке потрясен, и это конец. Что за бой? Что за бой? Жека с лесопилки, неприметный парень в стальной пластинчатой броне, побеждает сильнейшего противника и занимает второе место в нашем турнире. Из всех боев он уступил только чемпиону. Оник Кендов. Этот воин пребывает в гармонии с Кин. Сама природа на его стороне. В этом бою не было места случайному везению. Жека победил со счетом 4-1. Идущего к реке мы поздравляем с бронзой. В любом случае он показал себя прекрасным бойцом с оригинальным билдом. На этом, друзья, заканчивается наш турнир. Здесь не было слабых или скучных бойцов. Каждый участник показал фактурного, проработанного персонажа с оригинальным билдом. Особого уважения заслуживают те, кто сознательно пожертвовал эффективностью бойца ради нестандартного билда и прописанной истории персонажа. Теперь нас ждет закрытие турнира, в честь которого пройдет ивент «Стенка на стенку», перед которым Жека и Мануэль будут по очереди набирать себя в команды бойцов. А мы на этом прощаемся с вами. Вверху неба, внутри голос.